Всем привет, ребята, вы на канале Jam Time, и сегодня долгожданная рубрика в CS2 Demo Time. Будем смотреть лучших игроков в этой игре. По статистике, по ивентам, сегодня у нас MVP последнего крупного чемпионата Зайву. Хочу посмотреть, как он играет, все-таки он снайпер, АВП понерфили. И я взял, как обычно, его лучшую игру. Много раундов, много фрагов, много фишек, которые мы с вами узнаем на нашем любимом Мираже. Окей, пистолетный раунд, погнали. По таким изменениям глобальным. Тут минус Шира, тут минус Мейерск, там, ну, Дюпри давно убрали. Да? Интересно, что было в этом матче, я сам не видел. Уже, да, смог окно на пистиках, ну, на фейситах, понятное дело, этого не будет. Ну и вот так он это делает, бесплатно, ничего не стоит. Когда играете сейчас в окне, наверное, заметили, что любой смог с фейлом, если бросите, есть щель либо здесь, либо вот тут, ну и как бы происходят проблемы, тяжело играть там. Поэтому, пацаны, учите смоки по ориентирам, чтобы не было рандома. Ой-ой-ой, этот смог классический, да, кон, который фул закрывает, и как бы по иронии судьбы он ничего не закрыл. Из-за этого вот так убило первого, видите, разбивает смоки. Это база, базовые фраги. Запрыгнул. Это, кстати, прыжок. Этот прыжок стал достаточно тяжелый. Тут надо заново учиться его прыгать. Текстурки поменяли, механику прыжка поменяли, и, блин, я в первое время не мог запрыгнуть. Окей, следующий раунд. Победил перфекта. Смок старт. Дигл. Тут слепой стак. Чекает кон, не скидывает смог, да, что является важным элементом в игре. Не скидывать смоки. И скинул его в нужный момент на ковры, я так понимаю. Я скинул его в ковры, чтобы чел на борту чувствовал себя комфортно. Кстати, это единственный чел, который у меня отсутствует. Сейчас игра баганая, даже вот интерфейс, все как выглядит, видите, нету худа, когда смотришь. То есть вот тут обычно должен быть худ. Гранаты какие, из-за этого сейчас демки смотреть не очень хорошо, поэтому если разрабы смотрят, добавьте худ как CSGO. Сейф, все лагает, все всплывает. Хотя бы бинды помогают мои. Что бы я без них делал? Ну тут смоги достаточно хорошие от Cloud9, да, то есть можно посмотреть их. Б-хит. Я больше еще хочу обратить внимание на микру, то есть как он двигается. Видите, вот он тут бегает, он не садится, не старается целиться, это очень важно в этой игре. Ты если сел, либо встал АФК, ты проиграл, то есть под тебя просто без шансов срубят. Надо постоянно быть в движении. Тут надо выбить экономику. Все правильно. Следующий раунд. Я вспомнил, тут были сумасшедшие раунды, которые Cloud9 залили, обидные, могли выигрывать. Авик. Вроде как все говорят, авики фигня, я типа не хочу с ними играть, но в итоге первый Б-раунд, один из лучших игроков в мире берет авик. Видите, как он стоит, смотрит в щель. Я вот такой фраг никогда не попаду. То есть там сейчас моделька так выбежит, что невозможно убить ее. Но зато ты всегда выживаешь. Когда ты в такую щель смотришь, ты как бы стреляешь там во все, что покажется в экране. И спокойно стрефишь вправо. Первый зум смотрит, он в первый зум. Я тоже это не понимаю. Но это вот видите, то есть... Когда-то в первый, когда-то во второй. То есть, видите, он нажимает второй, когда понимает, что сейчас там фейк на А, и сейчас может быть в моменте выход мидл, сейчас надо чуть фокуса добавить. Но до этого он переключает, но я, кстати, не уверен, зачем он это делает. Фул стоит, фул контроль, там челы без фона, пока смог в окне. Ну и второй волной Cloud9 идут. Еще такая тема появилась, да, на Мираженовом. Вот этот смог, он слишком низкий, и из-за этого джангла видно всегда. То есть там фишечные смоки надо бросать. Видите? То есть на фейсите 100% если закидка будет, то вот тут ковры видно отсюда. Ну и ротация, соответственно, на КТ классическая, там 5 в 1. Опа, хае. Проверил, никого нет. Мидл занял, молик. Но сейчас ничем особо не отличается от CSGO. Вот, да, вот. Да, я хочу посмотреть количество мидшотов, еще посчитаем, когда вот такая моделька выбегает. Что замедлить хочу. Короче, ладно, может я что-то не понимаю, но, короче, у меня ничего не нажимается. Неважно. Неважно, там тяжело попасть, это важно тоже. Окей, идем дальше, следующий бай. Опа, вот это хае, вот я, кстати, вот это жесткое хае, я ее показывал. Я как раз таки у него увидел. Самая лучшая хае, которая существует. Давайте еще раз посмотрим. Вот тут садитесь, и в эту черную точку, она всегда будет видна, вне зависимости от смока. Бросаете. Ну и все. Нечего тут ловить. Взял ковры. Вот такую же флешку накинул для меди, чтобы он пикнул. Сработало. Там на Б порвали. И 4 в 2. Смотрите, что происходит. Летит молик. Он последний топ от Элика услышал. Убивает его. Это во всех хайлайтах было, по идее. Ну, наверное. Просто ретейк знает, что слева нет никого.
Спину проверил, все четко. Флеймзи убил. Смог на бомбу дали. Бац, на префе, да, то есть, ну, понятно, что игрок Зиги, он захочет пикнуть до того, как смог раскроется, чтобы понять, где моделька примерно, либо хотя бы бомбу, чтобы не заспреять. Он, типа, на префе стрельнул, после того, как смог раскрылся, и понимает примерно, что он где-то в Б-доме, потому что Зиг убили, чел с Зиги ставил, ушел в Зиг, скорее всего, по никнейму, что там, наверное, понимает, и другой чел откуда-то добегает, он в Б-доме. Играет от Б-дома, но Бумыч хитрец, он выпрыгнул с окна на префе, что же является крутой темой, но не является то, что я не попадаю по кнопкам. Это, кстати, первая моя демка в CS2. Обычно я просто записи смотрю, поэтому... Ну и добил. Очень важный раунд был. Тут инсейн на самом деле. До этого классическая игра обычного снайпера, тут инсейн моменты, все четко. В окне начинает по классике, ничего не придумывает. Каждый раз проверяет на ванвей смока, плохой смок либо хороший. Разбивать не стал. Тяжко КТ. О, базовая ситуация. Тоже, да, тут как попасть? Если моделька выбежит жестко, тяжело попасть. А еще было невозможно играть, когда топы были слышны. Вот это даже прыгать не можешь, с ковров прям слышно в хлам. Вот это тоже база. На типе стоять. Смог яму дал. Там было, там Апекса убило в окне, и малейшая была вероятность того, что игрок подсадился в окно, что он это сделал, и вот он законтролил. То есть сыграло там, не знаю, 10-15%. Ну, на самом деле, вероятность того, что в окне чел большая, потому что, ну, если Апекса ловят, ты там на КТ прыгаешь, кидаешь смоки, они понимают, скорее всего, что там растяжка в два игрока, и ничего не стоит тебе не сыграть от окна. Вот этот спот, да. Респа нет, что делать? В окно, да? На смог проверочный. Опа, смог писанулся. И первый зум смотрит. Но я по второй бы смотрел. Я не знаю почему. Может там, ну там не вариант смотреть на самом деле в первый. Почему? Я догадался. Когда в первый смотришь, то есть вероятность ранбуста, и ты можешь проворонить чела, который выпрыгивает. А почему он включил второй? Потому что в момент, когда А раскидывается, если люди и выйдут топ-мидл, они не будут выходить через ранбуст, они выйдут просто снизу. Наверное, в этом логика. Ну да, еще бы он попал. Ну это CS2, что сделать? Он такое на самом деле в CSGO просто хита убивал и без шансов и все. В первом зуме спокойно, любой фраг. Да еще в начале, когда игру выпустили, ты не мог попадать в моликах, у тебя трясся прицел, по тебе стреляют, ты там замедляешься, нереально попасть. То есть это шок, что делают с авиком. Ну то есть, ну нереально было тут убить. Следующий раунд. О, классика. Но это реально фейсит какой-то, типа, каждый чел 500 раундов идет в окно, разбивает. Но в про игре, конечно, по-другому все работает. Тебе в целом тут и ничего не стоит не идти в окно. И он сразу, видите, спалил авик, ориентировался на Б, там, в Зиге, дал флеш. Опа, Б-выход. Ну, давайте. Б-выход, модельки в целом, ну, достаточно нормально выбегают, посмотрим. Ну, тут убил. Эти добегают, убил этого. Ну, тут нормально, тут четко. Но тут не та траектория, по которой тяжело попасть. Тут челы в целом выбегали, типа, наискось, и как бы можно, типа... Ну, и он тоже, он не смотрел в прицел, он так, на реакцию это стрелял. Тяжело, когда вот так вот 90 градусов, и моделька разгоняется, и ты, типа, особенно если там 5-6 секунд уже чуть фокус у тебя спадает, типа, сейчас выхода нет, очень тяжко попасть. Вышли стеками. А вот и хороший смог. Вот, видите? Это как раз в этой же игре они кинули хороший смог. В этот смог не видно. Видите как? Смотрите демки, учитесь. Опа, вот этот молик из 2017 фойлен еще бросал. Хороший молик. Пацаны, отмотаете, посмотрите. То есть он по-хорошему убивает все бомбы, кроме вот этой. А это еще и шьется с КТ. То есть этот молик надо выучить, если он у нас останется. Давайте-ка я его тоже посмотрю, чтобы в голове отпечатался. Молик Зайву, будем называть его на фейсите. Достаточно просто запомнить. Тут ничего не было. Следующий раунд. Молик. Ну, классический респ на кон. Посмотрим, как реализуют. Тут они зарашили, но что-то он не реагирует. Поздно среагировал, из-за этого... Но опять же говорю, этот фраг не тот, который мы ищем с вами 90 градусов. Я люблю смотреть демки за ЕВУ. После того, как их смотришь, ты заходишь там в игру и очень спокойно все ситуации воспринимаешь. У него такая маленькая, ну, сенса, как у меня, там, у Моноси, но Моноси по-другому ведет мышкой. У него такая спокойная, размеренная игра, где там точные инсейны на важных раундах, которые переворачивают игры. И ты тоже так под таким вайбом заходишь, типа, ну, сыграю просто свою базу, а дальше что будет, то будет. Прямо сейчас как раз идет матч Bad Cloud9. Не знаю, кто у нас будет соперник, ждем. О, видите, кстати, прикольно. Клауда кидают смог на старт, типа, ну, не классический, а такой, чтобы еще пробегать за белый. А Зайву смотрит поверх этого смока, вдруг кто-то прыгнет нечаянно, он его, типа, убьет. Плюс там появилась темка одна, типа, вот такой смог бросать, его также хаешкой взрывать, и авик, типа, окно смотрит.
Вот он сначала смотрит от прыжка, все, чел мог пробежать, и потом, типа, обычно еще можешь хае лететь, бац, и авик можешь пик. Ну это так. Флешка. Проверка. Вот это флешек, да, надропано. Профики Витальти, что ли? На КТ. Смотрит между. Там был тайминг, походу, да? Залез на тикет. Смог ковры ему дал друг. Смог яму. На смоки кон, да, смог кон, смог окно. Дает смог яму. То есть в целом, да, для чего это сделано, вот эта вся тема? Она сделана для того, чтобы, ну, пока вот тут лежат тут смог и тут смог, ты скидываешь яму. Ты можешь скидывать с КТ, будучи снайпером, либо с упора, если пересейвил там под коврами. И ты размениваешь, то есть ты, грубо говоря, на А делаешь, чтобы смоки в миде прошли, вы либо цепанули, да, там с КТ там скинул хаешку, разбил, либо если будет сплит в эти два смока, то у тебя хотя бы пространство есть для того, чтобы там залезть сюда, стать спиной, сблизиться на межу, перейти. Короче, этот смок базовый, который вы должны все знать и бросать. То есть не просто скидывать непонятный тайминг, но если вы играете на каком-то высоком, чуть выше, чем 10 уровень фейста уровня, там хотя бы там 3000, не знаю, 3500, то на эти два смока классические можно скидывать смок яму, скидывать Б, затыкать, и под этот тайминг может стягиваться, убивать мидл и так далее. Ну, в целом. Вот она дуэль, которую мы все ждем. Вот как он стоит? Во-первых, он хороший энгл занял. То, что он залез, не классический для Элика, чтобы Элик там выбежал. Ну, хотя, с другой стороны, Элик понимает, что смог так упадет, что единственный спот, с которого он будет видеть, это вот этот ящик, да? Но не важно, мне кажется, он просто выбежит. Потом, он стоит в первом зуме, для того, чтобы там видеть всю картину, во второй зум еще ковры могут выйти. Ну, при таком сплите ковры могут быть, но, типа, когда смог сямы летит и маскон, можно догадаться, что там четверть. Стоит долго, уже секунд 5, уже чуть фокус сбивается. Блин, выйдет, не выйдет. Вот такая всегда дилемма у снайпера. Но если бы хотел, уже бы вышел. Тайминга нет. Еще во второй зум. Вот сейчас, выходи. Ну там флешка, ладно, командная работа. Я рассчитывал на CS2 дуэль. Вот и все. Так быстро смотрятся демки в нынешнее время. Как же я рад тому, что MR12 меньше играешь на турнирах, быстрее смотришь свои игры, чужие игры. Грубо говоря, прикиньте, ваш рабочий день минус 0 на 25%. Это же круто же. С одной стороны. С другой стороны, конечно, меньше опыта игрового. Но ты это экстра часами должен восполнять. Пистик на Б, 5 арморов. Можете себе нафейсить этот пистик, достаточно простой. Подошли просто на Б. И забежали. Вот такой классический пистик. Пацаны от Vitality, чемпиона этого турнира. 5 арморов просто Б. А что сделать? С самого начала все говорили Глок имба и так далее. Подошли с пятером, не прям зарашили, чуть выждали, забежали, ну и КТ принимайте как хотите. Там только пули, там вантапы помогают, а так модельки так бегают, стреляют. За КТ в целом он фулл с авиком бегал, но это все равно не там 10 фрагов за половину. Бывали, конечно, игры, где он из 25 мог дропнуть. Тут уже другая игра пошла за теров. Я думаю, он ли калик будет. Тут эко еще, это прям антиэко, все чекзека играют. Поэтому Флейм отправили просто на проверить, и он вышел на Б. Дочекал Форест. Такой, не прям простой фраг был. Но это и тоже юспик. Начинает бегать, что-то суетиться, стрелять тяжело. Ну и сейчас, да, в новых обновлениях, чтобы засейвить с Б, надо занимать вот эту зону. То есть раньше можно было вот тут спрятаться, либо даже вот тут, не взорваться, вот там вот тут. А сейчас ты обязан выбегать вот сюда, выбегать вот сюда, выбегать вот сюда. И самое, что сейчас есть, это сейвить, ну, в бадоне. На, все попроще. Ты вот тут можешь засейвить, вот тут можешь засейвить. Даже на КТ можешь засейвить. Но если ты красный, конечно, надо бежать вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это если ты красный. Если там 50 хп 100, то, ну, вот эти зоны. Бумыч замутил, пошел андер с авиком. Они просто из-за этого выбежали. В Vitality были всегда знамениты тем, что резко выбежать на неожиданность, какую-то точку толпой затрейдиться, до микрит доиграть. И как бы им сейчас прям мета, мне кажется, больше всего для них. Ну, не больше всего, но им эта мета типа смены механики прям пошла на пользу, как по мне. Ну, тут не дочекал. Покупает тег первый респит. Вот прям как пацаны, ваши одноклассники. Взял тег, пошел в упор и под флешкой забежал. Молик прилетел из-за плента, вряд ли это зик игрок, значит вот тут никого нет, максимум чел будет вот тут, и второй чел отсюда из-за мид файтится. То есть ты спокойно выпрыгиваешь, и этого чела можешь убить. И пока молик летит, большая вероятность, что по тебе за плента чел не попадет, максимум зик развернется, но если там какие-то флешки, то, ну вы поняли. Ну и тут важно, когда ты так выбегаешь, первому челу важно не упасть. Почему? Потому что если ты падаешь первым, то примерно у КТ понимание есть того, где все остальные. Но если ты упал и выжил, то ты твоим игрокам за тобой даешь спейс на дуэли, спейс на то, чтобы продавить, и в самый неожиданный момент ты давишь. А с другой стороны, он мог побежать вот так и просто сдохнуть. Ну все, там, короче, его убило. Next. Так-ка тут. Две ППшки, лаки. Постояли, вымыли гранаты, вышли мидл, пошли кон.
Окей. Прилетел, смог окно. Сейчас смог окно сделаем. Типа ты не можешь кинуть смог окно и выбежать, поэтому ты должен ждать несколько секунд. И вот он чуть замедлился, кинул флешку и под нее, соответственно, выпрыгнул. Элик задоджил, видите, там сверху траектория. Элик задоджил, убил. Бумыч пошел опять вандер, нашел фраг. Ну этот раунд завиталить. Вот и ковры. Пошел мезит, то же самое ли сделал? Их заткнули ковры, пропускает ВМД с пингса. Ну вообще, да, так в коврах Т3 таких типа Флеймс, Пингс и ЗУ. Ну вот шанс того, что они всех просто уничтожат. Если первый фраг Флеймс не получает пулю, как будто все остальные прям добьют всех. Мерзко играет, правильно. Смог голову докинул. Короче, выход был типа под смог нижний дали, и у Зайву может быть и авик, и он может забрать голову, либо вот с каликом, типа прикрыть и потом докинуть голову. Достаточно резкий такой кол. Смог дефолт, как в CSGO, все четко. Ванвей не прям большой, посмотрите, да? Прям его видно. Но все еще актуальность этого смока есть. В целом для пространства, чтобы его бросать. По Зайву ковры пошел. Там мидл через андер занимается, через ранбуст. Запрыгнули. 5-4. Видите, когда даже вот в таких моментах, то есть он карта вообще старая, ну он не дочекивал вот эту диагональ, есть шанс, что там авик, и вот он на него вышел. То есть экран авика. Авик прибегает к контролю, да, например, вот так. И первые 20 секунд никто не выходит. Ну, у авика пропадает фокус, и ну ему надо прям в фокусе 20 секунд невозможно стоять. Он либо срезает, либо играет от упора. Зайву типа пришел, сыграл от аркада не было, чуть постоял и отсюда вышел. То есть вне фокуса с каликом это убить, ну, достаточно легко. Стяжка, бэсплит. Под флешку, есть смог. Понял, что там не выйти. Пытается взять какую-то дуэль. Сейф. Просто выползти. Молик. Ну да. Наверное, как я и говорил, важные раунды. Сейчас что-то будет. Флешка, мид. Ну тут хаешка. Ну, Аксель должен убивать с этого спота, я уверен. Да, вот видите, о чем я говорил. То есть маки в окне сейчас очень опасные. 4 в 4, 2 в 3. Это очень важный раунд. Просто халдит, тайминг где угодно и заползает. У Апекса 35 хп, он там дочекал. Он тут тоже мог убить, даже микро. Чекнул тут, дочекал угол, и потом уже вот так вышел. Что тут чел, когда стоит, он, мне кажется, не среагирует. Он тебя убьет только если он вот так стоит. Но вот так не стоят никогда, боятся. Ты либо так стоишь, либо сверху. Проверил здесь, проверил тут. 12-10. Вот и снайперка, да? Блин, я походу ошибся. Он основные фраги с авиком даст. Спалил авик, на миде. Элик пошел зааркадил, упал. Он что-то пикается. Ну, то есть я понял, они тоже кидают два смока, и потом с паузой выбивают мидл. Такое занятие сейчас базовое. Ну, то есть он понимает, что там играет против бумыча, снайпера, не профильного. Все из-за контроля. Айпик зашел до зоны, убил головы. И только бэсплит на розыгрыш был. Вот тут. Почему ты думаешь, что на дефолте какая-то инфа? Зик. Важный фраг. Но опять же, это классический CSGO фраг. Ну, даже их тяжело попадать. Буст. Кстати, так получилось, что прям моделька пробежала. Первый рез, походу. Ну и плюс буст, наверное, должен быть вот тут. Не знаю. Но на моем фейсите по-другому меня бустали. Перебив мидла, получается. Забрал кон. И смотрите, стоит от того, чтобы не полетела хае и не убила их. Чуть видно, видите, топ-мид? Играет от хае окно. Ну, тоже классический прострел в правой части, снизу. Можно и вверх стрелять, но вверх тяжело убить, там из-за угла, только низ. И опять пошел по парычу распикивать. Есть, конечно, шанс, что тут прилетит хаешка, его просто проверит зик, и маскон заходит. Ну, такие. Выбежал, хотел выжить. Тут не попал 2 пули в бок. Стяжка яма. Мой. Ну, тут. Сразу кон берет первый тайминг. Все занимает забел. Ну, так. На самом деле, вот, да, мы сейчас смотрим, сколько раундов мы уже посмотрели, как они занимают мидл. Не особо там есть какие-то фишки, но это такая игра сейчас, классическая на миду, что ты, типа, не можешь выбегать сразу, потому что ты должен ждать смог. И достаточно много команд так играют, ну и в целом на фейсите тоже. Надо уметь кинуть смог окно, чуть постоять, выбежать. Если вы еще смог он сможете кинуть хороший. Вот тут на стрифе поймал. Вот тут невозможно было. Ну тут ладно, энгл тут не такое. Из-за того, что теры не выбегают сейчас, ну, под флешечку вот так можно пикнуть. Ну вообще везде флешка на мид летит, даже на фейсите в каждом раунде опорник эту флешку накидывает. Тут на порвали, забрал КТ. Такую тоненькую щель смотрит, что типа если игрок на широком выбежит,
он, скорее всего, не попадет в CS2. В CSGO может быть. Но он выживает. Это особенность, типа, то, что ты никогда не упадешь. О, клатч 1-1. А, у него инфы нет. Ну, такой опасный. Мог первый взять, если бы прочитал. Опа, мисс Мака. А что делать, если ты миссаешь смог окно? Ну, вот и контроль как раз. Перебив. Это он зафейлил. Андер хотел дать, ну и все. Тут только... Вот, это нормальная тема. Вот они всю игру также делали, перебивали мидл, и он шел по парычу. Но они как? Они перебивали мидл, заходили за белый, потом обновляли окно, и то есть всех хаечек, грубо говоря, выманивали. А тут так получилось, что пацаны не заняли мидл там в первый тайминг, кинули еще смог, и то есть в момент, когда они должны были примерно выйти, он типа это и делает. И опять же, он это делает так, что он запрыгивает на козла, да, он не снизу пикает. То есть это был важный мув, важный фраги. Надо тоже, наверное, сделать. Кстати, буст в окно не читается, по идее. Флешечка. Эти фраги можно давать в CS2. Они сложнее, конечно, чем были в CSGO, но он такие может давать. Бац, вот и минус ХЕ. И на КТ. Классическая игра. Начал окно, ушел КТ, пошел третьим Б, и два типа здесь сблизились. Ничего особенного, не один раз пикал кон, ну и все. А закидка, да, будет какая-то? Флешка яму. В первый зум смотрит. Флешка от того, чтобы, как я говорил, в мидл могут, под такие фейки могут мид занимать. Сейчас опенинг. Тут флешка, которую Бумыч засеял, она не читается, поэтому, скорее всего, заблайндится. Вот второй фраг был сильный, но опять же, тот вывод, к которому я прихожу, да, что игра закончилась. Я думал, блин, наверное, он нашел какие-то способы того, как эти фраги находить. Но реально это невозможно. Пока что я не видел ни одного игрока, который прям жестко в такой ситуации попал. То есть там должно прям сойтись какие-то элементы угла, вот именно чтобы 90 на 90, это вообще unbelievable, я бы сказал. Другие фраги, типа там в экшене куда-то бам-бам, сам ты пикаешь в движении, примерно понимаешь, где моделька, либо если они там идут по обычным траекториям, типа наискось, и ты тем более их в движении пикаешь, что я типа не особо фокус на тебя, то эти фраги можно давать, можно мультикилить. Да, но с калашом тоже надо уметь играть в этой игре. Сейчас быстрые юспики. Базовая хае в окно, которую мы все с вами знаем, которую надо и уметь пользоваться. Было полезно, все-таки он взял MVP. Лишним никогда не бывает посмотреть на игру MVP турнира. Какие-то, может, вещи, где ты передумываешь, ты упрощаешь, где-то наоборот, какие-то вещи, в которых ты не понимал, как их делать, видишь у него. Спасибо, что смотрите. Я думаю, эта рубрика вечная, вечные MVP, вечные крутые игроки. Пишите ваши комменты, кого хотите, чтобы я посмотрел. Ставьте лайки. Пока.